Кто исцелит твою душу? Давай посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Ну и, конечно же, самые стойкие, кто досмотрит видео до конца, в конце видео посмотрят приятный бонус. Увидят, посмотрят, да, что-то я уже заговариваюсь, да, мальчишки мои? Соскучилась я за вами, соскучилась. Смотрим, в каких вы энергиях находитесь. Для записи на личный расклад и для диагностики негатива телефон под видео. Ну, вы такой, боже, вы такой кубковый король у нас выпали. О чем это говорит? Такой сердечный, такой добряк. Кто-то может проиграться водного знака зодиака. Вы человечек, который всегда стремился, да, вот к лучшему. Вы всегда совершенствуетесь, вы стараетесь больше зарабатывать, да, по мере возможного. Вы стараетесь как-то, может быть, саморазвиваться. Даже, кстати, вот вы любимчик фортуны в каком-то смысле. Понятно, что бывают неприятности, тяжелые моменты у каждого в жизни, но вам часто вот, если вы проанализируете свою жизнь, как-то вот судьба, либо же высшие силы преподносят вам такие вот, знаете, либо ситуации, каких-то нужных людей в нужное время и в нужном месте. Вы, ну, в общем-то, то, что вы выходите иногда сухими из воды, это тоже может быть про вас. Здесь даже может быть, что кто-то из вас родился в рубашке, как говорят, да, то есть это ваша такая мощная защита и помощь высших сил. То есть оно идет вот как будто вот вместе с вами эта помощь идет, вы как под таким, знаете, ну как это назвать, может быть, под таким невидимым колпаком, может быть, вот как будто над вами летает ангел-хранитель и держит этот колпак, да, чтобы вас оберегать. Причем это такие бывают случаи, когда вас избавляют от каких-то ненужных людей. Вам кажется, что это все, это плохо, это трагедия. На самом деле это избавление, это в плюс. Причем я вам скажу, что даже те, кто из вас вот разошлись, развелись, да, у кого рушился, может быть, бизнес, кто уволился там, либо же вас уволили с работы. Я вам скажу, что так должно было быть. Вот посмотрите, какой супер тандем. Это то, что я только что вам сказала. Вроде бы с одной стороны башня, и тут же идет солнышко. О чем это говорит? О том, что те ситуации, разрушительные ситуации, которые вы переживали, это только во благо, да, вот после черной полосы идет белая. Это та ситуация, когда все, что не делается, к лучшему. Даже если вы разошлись с женщиной, это тоже к лучшему, потому что, ну, сами подумайте, да, вот если бы вы жили с ней, ну, во-первых, вы бы угробили себе нервы, вы угробили бы себе здоровье, да, как бы вы жили, это хронический стресс, это кто-то, может быть, начал бы там пускаться во все тяжкие, кто-то в рюмочку начал заглядывать, понимаете? Поэтому все, что в вашей жизни не делается, плохого даже, это все к лучшему. Вы, я думаю, уже кто-то понял, ну, это вы как раз уже поняли. Есть среди вас любители медитации, любители психологии, все, что, может быть, даже философии. Вот все, что касается каких-то размышлений, раздумий, релакса. Может быть, даже кто-то думает о смысле жизни. Причем вот такие вот трансформации, да, вот, которые внутри вас произошли, они тоже были связаны как раз вот с разрушением. Да? У кого-то семья рухнула, и вы больше замкнулись, вы больше стали, может быть, медитировать, может быть, кто-то релакс-музыку просто слушает. То есть у всех это по-разному проиграется. Вы человек, который начал осторожничать. Ну и всему виной ваша такая пентаклевая королева, да, которая либо же была вашей бывшей женой, да, ну либо же есть, я имею в виду, бывшая жена ваша, либо же сейчас женщина, которая с вами находится, но вы понимаете, что еще одна, которая хочет выгоды. Понимаете? Вот вам таки везет на таких дам.
Здесь дама, которая ждет, либо же ждала, если это касается бывшей, ждет каких-то постоянно вот доходов, прибыли. Это единственное, что ее интересовало, либо интересует в жизни. Есть некий такой даже тупик, да? Тупик в том, что где взять нормальных женщин. Я сейчас про холостяков говорю. Вот где взять нормальных женщин? Потому что вот этот червячок под названием выгода, да, который сидит в голове, и он очень сильно вас беспокоит. Что, а вдруг познакомлюсь, еще одна будет ради выгоды, а вдруг познакомлюсь, а это будет тоже предательница, да? Напишите, ребят, у кого это резонирует. Кстати, чуть не забыли сделать наш опрос. Напишите, пожалуйста. Знаете что, ребят, я вот давненько не делала опросы, уже много-много времени назад. А напишите ко мне, какой у вас рост. Давайте посмотрим, вот больше среди вас высоких, низких, вот какой у вас рост, да, либо же среднего роста. Давайте, вот почему-то мне стало интересно. Будем постепенно узнавать, какая у вас внешность, рост, вес, да. Остальные размеры узнавать я не буду, не переживайте, ребята. Я хоть и могу пошалить, но не до такой степени. Так, вот я представляю, сейчас мне кто-то напишет: боже, озабоченная, еще какая-то, да? Нет, ребята, я просто веселая. У меня просто классное такое кайфовое настроение, я пытаюсь с вами поделиться. И не пишите мне, что я там что-то затягиваю, что я там долго сигнификация, еще что-то. Я всегда говорю, кому не нравится, других тарологов много. А кто меня любит, ценит, уважает, всегда добро пожаловать. Всегда пошутим, пошалим и, конечно же, добро пожаловать на лишние расклады, да? Договорилась уже на личные расклады. Так, мои хорошие, ну, я вот вам скажу, если так, коротко и целом, больше среди вас людей, которые как-то вот замкнулись, закрылись. Но это и одиночество в толпе сюда отнести, и одиночество вдвоем можно отнести. Ну, то, что вот как-то вы не определились в личной жизни. Вот не определились. Даже, кстати, если у вас сейчас есть новое знакомство, у кого, есть все равно некие сомнения. Хотя женщина вам нравится, но вы еще как бы так присматриваетесь. А всему виной вот это самая десяточка мечей. У кого-то она была давно, у кого-то была недавно. И идет, может быть, даже у кого-то через годы вот этот отголосок боли, отголосок сомнений и осадка. Поэтому, конечно, грустно это все осознавать, но то, что многие из вас все-таки верят в любовь. И где-то там, на глубине души, да, на большой-большой, не на глубине, а в глубине, да, где-то там глубоко-глубоко зарыта эта надежда на то, что а вдруг случится это чудо, и новая любовь появится, да? Ну давайте-ка смотреть, кто же исцелит вашу душу все-таки. Кто же станет эта целительница? Видите, еще, смотрите, ребят, опять же, кому подходит, я вам скажу, что среди вас есть те, у кого проблемы в личной жизни, потому что вы закрыты для отношений. Это та ситуация, я поясняю, когда вы вроде бы вот умом понимаете, что да, я хочу любить и быть любимым, да, я хочу семью, я хочу женщину, отношения и так далее. Но вы закрыты, вот как эту женщину окружают, да, вот 8 мечей. Вы закрыты. Это чувствуется энергетически. Женщины чувствуют, что вы закрыты. Поэтому и высшие силы, кстати, это тоже видят. Поэтому женщины от вас, ну, как бы, как горох о стену отлетают, потому что вы внутренне закрыты, вы не готовы к отношениям. Дай вам сейчас женщину, вот я говорю сейчас тем, кто давно не был в отношениях, и вы очень быстро с ней можете расстаться. Я думаю, даже среди вас есть те, кто уже это практикует. Вот вы вроде бы знакомитесь, но очень быстро отношения заканчиваются. Вот всему виной ваша закрытость. Вы не настоящий. Те, кто закрыты,
То есть вы не можете быть таким же заботливым, как раньше. Вы не можете быть таким же любящим, таким же нежным, да, потому что вы закрыты, не потому что вы плохой. Я просто поясняю вам. Может быть, даже кому-то из вас нужно какой-то период немножко подождать с личными отношениями, пока, ну, вот эта ваша дверка вашей души хоть немножко не приоткроется. В эту закрытость можно отнести сомнения, опасения, недоверие к женщинам. Сюда можно отнести комплексы, которые есть у многих. Поэтому я вот вам объясняю, да, почему вы знакомитесь и очень быстро у кого-то либо распадаются отношения, либо вы вообще не можете их построить. Как их можно построить, когда вот забетонированная стена стоит? Как-то так. Ну, давайте, мои хорошие, кто же исцелит вашу душу? Она такая у вас, знаете, что она такая израненная. И как мне показывают, что есть среди вас те, кого женщины ранили не один раз. Напишите, ребят, кого предавали, может быть, не один раз. Ваша душа настолько такая израненная, что, чтобы вас исцелить, это нужно так сильно постараться. Это должна быть такая супер женщина. Ну, я не знаю, это, наверное, в сказках вы подумаете, такие есть, что такой уже в жизни нет. Но в вашу жизнь придет женщина, причем она у нас судьбоносная. Женщина, которая также претерпела в своей жизни предательство, у нее была тоже измена от мужчины, она знает, что такое больно. Она знает, что такое, когда тебя предают. С этой женщиной придут в вашу жизнь очень большие, серьезные перемены. Вот чего-чего, а бояться, что она будет корыстная, это точно не надо, потому что она сама, в общем-то, самодостаточная женщина. Она работает, она зарабатывает, она неплохо стоит на ногах. И ваша встреча, кстати, может у большинства из вас, я подчеркиваю, не у всех, да, но вот она может проиграться. О, где-то уже сверлят, да, нам еще перфоратора в эфире не хватало, супер. Знаете, это может быть встреча как-то связана с дорогой. Либо же вы куда-то будете ехать, да, может быть, это автобус, троллейбус, может быть, это командировка. Ну, то есть вот как-то связано с дорогой. Это будет такая встреча, когда вы можете начать разговаривать вообще как будто ни о чем. На первый взгляд будет казаться, что да, ну обычная женщина, да, ну да, неплохо так эрудированная, развитая, но как-то сразу у вас не будет мыслей, что вот она там моя звезда. Нет, это будет какой-то очень такой простой разговор. Тем более среди вас есть те, кто как ежик, да, вот колючки будет выставлять, если будет какое-то общение с женщиной, потому что вы не готовы. Это то, о чем я только что говорила. Да, вы можете пообщаться холодно, вы можете пообщаться как-то вот, ну так, сдержанно, скажем, да. Потом ваши... Так, нужно, наверное, такие окошко закрывать. Ну, разойдутся пути дорожки на какой-то период, потом все-таки вас судьба сведет. Ну, что значит судьбоносные отношения, да? Вот у нас выпало колесо фортуны, вы не спрячетесь и не скроетесь от этой женщины. И та дама, которая на первый взгляд покажется, ну, самая обычная, да, а у вас будет с ней несколько таких вот пересечений по жизни, да, где-то вы будете с ней видеться, снова же как-то будете пересекаться по жизни, и только после этого вы на нее взглянете уже как на женщину. Вы начнете себя ловить на мысли, что к ней тянет, что она интересная, что она довольно симпатичная. У многих может проиграться брюнеткой, но мы не привязываемся к этому, потому что это общий расклад. А то вы сейчас все поголовно будете только на брюнеток обращать внимание. Может быть брюнетка, но опять же не забываем про общий расклад. Это женщина, с которой вы, пусть не сразу, пусть не резко, но как-то вот знаете, это будет такая постепенная любовь. Это будет продуманная любовь. И поначалу даже она будет больше
как-то проявлять даже инициативу. Она может вплоть до того, что приглашать вас первое на свидание, да, ну, после того, как, допустим, вы телефонами обменяетесь. Она может даже первое там написать, позвонить. Сначала это может быть дружеское такое общение. И только постепенно, постепенно, потому что, опять же, она очень умная женщина, и она будет понимать, что вы ей тоже очень симпатичны, что она хотела бы продолжать с вами общение. И она не будет давить. Вот как мудрая женщина, она не будет на вас давить. Она будет вот общаться, вот как идет, так и идет. А потом уже, как говорится, судьба выведет, да? По крайней мере, так умные женщины рассуждают. Это будет общение, которое будет становиться все теплей, все ближе. Это будет постепенное сближение. И в итоге вы придете к отношениям, вы придете к любви. Причем я вам скажу, мои хорошие, что сначала вы будете как-то вот, ну, то ли не рассказывать особо, да, ни друзьям, никому, потому что, ну, на первый взгляд, будете еще немножко так сомневаться, а вдруг не получится, кто-то боится сглазить, да, пока все устаканится, не определится, там все. Поэтому сначала это будут даже какие-то тайные отношения. Вы с ней будете вот где-то проводить время, вот даже, может быть, больше у воды. Но не в ванной, да, не на кухне там водичка из крана течет, не в этом плане. А вот где-то это могут быть прогулки, да, где-то речка, где-то пруд, где-то море, ну, смотря где вы живете, да. Поэтому, ну, помимо того, что вода – это ваша любимая стихия тоже, вот как-то вы будете, ну, скорее я склоняюсь к тому, что гулять. Очень часто вы будете там, где вода. Со временем вы можете даже поехать на отдых к водичке, да. Ну, если вы не поехали, то будете довольствоваться каким-то прудиком, либо речкой, то, что есть в вашей местности. Так, что еще мне они расскажут? Жизнь с этой женщиной начнется абсолютно с чистого листа. Вот как бы вы осторожничали, как бы вы там не подходили так серьезно к этому вопросу, да, вот к сближению с этой женщиной, все равно вам не миновать этой любви, не миновать этих отношений. Среди вас есть те, кто попытается, знаете, вот как бы это деликатно вам сказать. Потому что это общий расклад, и среди вас есть те, кто вот вроде бы начнет отношения, ну, самое-самое начало, да, отношений. Но вы так краем глазика еще будете присматривать, а может быть где-то еще кто-то там появится, да. Потому что опять же будет неуверенность, а вдруг получится, а вдруг не получится. Потому вы будете и немножко скрывать эти отношения. Вот ваш червячок, который сидит в голове, он вам все-таки покоя не дает какой-то период. Ну что, мои хорошие, что я могу вам сказать? Как бы вы ни старались обмануть злодейку судьбу, все равно в вашу жизнь придет любовь. Это женщина, которая, знаете, которая поначалу будет вас немножечко настораживать, вот эти сомнения ваши включатся. Она станет такой вашей спасительницей от одиночества, да? Она станет той самой такой поддержкой и опорой, но она реально исцелит вашу душу. Пусть не сразу вы это поймете, потому что очень много из вас таких и скептиков, и те, кто, опять же, имеют ту же израненную душу, и ну, не очень вы доверяете женщинам. Ну, правда ведь. Мы и опрос уже делали, да? Поэтому это будет такая любовь, отношения, которые будут пусть постепенные, пусть, ну, продуманные мне не очень нравятся. Но то, что будете присматриваться, это точно. На детектор лжи сажать, конечно, вы не будете. Но присматриваться будете, думать, анализировать. Даже в те моменты, когда вы уже будете понимать, что да, она мне нравится, я хочу с ней быть. Все равно будут сомнения. Мальчишки, избавляйтесь от сомнений. Не нужно самим себе делать нервы.
Вот не нужно. Это пустая трата времени. То, что вы сами себя грузите, то, что вы сами начинаете сомневаться во всех женщинах, опять же, это бьет и по вашему здоровью, по самочувствию и, конечно же, вредит любым отношениям. Что я могу сказать, резюмировать? Эта женщина перевернет вашу жизнь. Она покажет, как бывает в нормальных отношениях. Она покажет, что бывают женщины, которые умеют любить и которые умеют ценить то, что вы для них делаете. Она станет вашей кубковой королевой. Это о чем говорит? О том, что она станет вашей любимой и любящей женщиной. Поэтому, мои хорошие, это женщина, которая подарит вам именно вот чувственную любовь. Пусть это будет не с первых встреч, как я уже говорила, это будет постепенно, но она вас вот, как этим кубком, она вас напоит любовью, она вас напоит нежностью, лаской. И вы так будете кайфовать вместе, будете думать, как я мог в ней сомневаться, елки-палки, да? Ну и для самых стойких, конечно же, давайте посмотрим, что вам советуют карты, да? Итак, ой, кто-то себя прям, под колпак посадил. Смотрите, ребят, кто сейчас вот в таком положении, да, вот, чуть ли не под колпаком сидит, да, отшельники, вы там не хотите особо общаться, кто решил, что всю жизнь закончилась, неважно по какой причине, но вот вы однозначно сидите вот как будто в темнице сырой, да, понятно, что я утрирую, но в таких вот энергиях, когда ничего не хочу, ничего не буду, так вот знаете, в вашу жизнь вернется ваша и сила, и возможности. И вы еще можете даже кто-то стать довольно, таким влиятельным человеком. Кто-то может даже стать начальником. Но для этого нужно как минимум вылезти из колпака и прекращайте себя жалеть. Прекращайте страдать. И тогда вы станете вот таким силачом-императором, который может стать довольно влиятельным. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, пишите миллион комментариев. Я только за, мне всегда приятно. И всем пока!